С этой мышкой я познал дзен пальцевого хвата и, скорее всего, теперь не смогу вернуться обратно к ладонному. К счастью, это не единственная фишка Pulsefire Surge. Примерно за $60 вы получаете топовый сенсор, форму Sensei и RGB подсветку по периметру в качестве бонуса. Я год пользовался Pulsefire FPS, и до этого все мышки были у меня только с ладонным хватом. Рука у меня среднего размера, 18 см, и такой стиль для меня был наиболее удобным. Хотя я раньше пробовал мышки подобной формы, особого комфорта я не чувствовал. У меня уставали пальцы и кисть, из-за чего 4-5 часов игры превращались в настоящую пытку. Но ребята из HyperX попросили недельку потестировать их новый девайс. И да, спустя 3-4 дня активного использования рука привыкла, и теперь я понимаю всю соль пальцевого и когтевого хвата. Я не обещаю, что взяв эту мышь в руки, у тебя сразу получится нагибать в CSGO или брать топ-1 в PUBG по КД. Но попробовать держать мышь иначе стоит чисто для эксперимента. Для начала потестить в шоурумах, конечно, а не бежать заказывать в магазин. Поделись в комментариях, какой хват нравится больше тебе и почему именно так. Удивительно, что в мышь с таким ценником поставили топовый сенсор Pixar 3389. Учитывая стоимость аналогов, у меня закралась мысль, что где-то до завода конкурента не доехало пару грузовичков с этими 3389. За неделю использования я успел попробовать ее на фирменном черном коврике HyperX, цветном коврике Navi, на своих старых домашних тканевом и резиновом ковриках, на обычном полуглянцевом столе. Сенсор ни разу не сорвался, как бы я ни старался. Не пробовал только алюминиевое покрытие, но там ножки быстро сотрутся. Под основными кнопками находятся переключатели Amron на 50 миллионов нажатий. Боковые по аналогу с предыдущей моделью на красных Kail с ресурсом нажатий в 5 миллионов. Прорезиненное колесико глубоко утоплено и с четкими отсечками. В сравнении с Pulsefire FPS его ход более выражен, либо механизм на моей мышке уже притерся и оно стало более мягким за год. Основные клавиши не отделены от основного корпуса, поэтому люфта и дребезжания здесь нет. Сила клика ниже средней, но достаточно комфортная, ложных срабатываний нет. Кстати, в сравнении с предыдущей моделью клики намного тише. Боковые кнопки хвату не мешают и находятся ближе к пальцам, чем у модели FPS. Слайдами их нажать не получается, но если положить на них палец и так управлять мышью, то небольшим усилием можно добиться срабатывания. И только эти кнопки намекают, что мышь подойдет больше для правшей, хотя имеет симметричную форму. Пройдемся по материалам корпуса. Верхняя часть из матового soft-touch пластика, на котором все же от грязных или жирных рук могут оставаться следы. Боковое покрытие из более рельефного пластика, который напоминает очень мелкую наждачную бумагу. В Pulsefire FPS с ее резиновыми боками в них забивалась грязь, и иногда нужно протирать эти места спиртом или обезжиривающей жидкостью. Это проблема большинства мышек подобной конструкции. В новой Surge отказ от резинок, как по мне, пошел на пользу. Но это чисто субъективное мнение. RGB подсветка равномерная, яркая и полностью настраивается. Но об этом я расскажу чуть позже. Скейты у мышки большие, форма несложная, поэтому если сотрутся, можно будет из куска тефлона вырезать новые и быстро заменить. Здесь же мы видим маленькое окошко в огромный мир сенсора. Оно имеет возможность изменения DPI от 100 до 16 тысяч, шагом в 50 единиц. Есть предустановленные пресеты на значениях 800, 1600 и 3200. Частота опроса 1000 Гц. Провод достаточно мягкий, в черной тканевой оплетке, без уже знакомых красных вставок. Его длина 170 см, на конце USB 2.0. Масса мыши без провода 134 грамма, и просто нельзя не отметить, что вес распределен идеально. Такое чувство, будто мышь полностью цельная, без внутренних пустот. Давайте немного расскажу еще о комбинациях клавиш для быстрого управления, а после перейдем к самому интересному, к софту. Чтобы изменить яркость подсветки, достаточно зажать кнопку DPI и боковыми кнопками выбрать один из 4 режимов, от самого яркого до полного выключения подсветки. С этой же кнопкой колесиком меняем режимы свечения, их всего 3, а при одновременном зажатии настройки сбрасываются до заводских. Настроить все эти пресеты можно в HyperX Ingenuity. Здесь просто рай для любителей кастомизации. Можно настроить каждую из 30 зон подсветки по периметру мышки и отдельно логотип. Синхронизировать это все с вашей клавиатурой Elite RGB. Режимы подсветки привязываются к каждой игре отдельно. Играете в PUBG, вот вам желто-оранжевая, играете в Destiny, бело-голубая, а в Ведьмаке будет вот такая палитра. Помимо настройки подсветки можно задать до 5 пресетов DPI и задать им свой отдельный цвет. И наконец-то то, от чего я был немного в шоке. Мышь за такую цену поддерживает возможность записи макросов. Однако помните, что в некоторых играх использование макросов наказывается баном, поэтому используйте это только для благих дел. Настроить высоту отрыва мыши или изменять частоту опроса в софте нельзя, но это и не всем нужно. Похвально, что HyperX совершает работу над ошибками и предлагает все больше интересных девайсов для обычного геймера.
В итоге имеем мышь с топовым сенсором, отличной формой, возможностью записи макросов и просто космической RGB подсветкой. И все это меньше, чем за $60. Влепите этому ролику свой королевский лайк, ведь я старался выжать максимум из этой мышки и показать вам все, на что она способна. Почаще заходите к нам на канал Розетка.ua, меня зовут Артем, увидимся!